Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Реакция и ее причина. Девятое место. Забавно, как один всегда слушает, а второй болтает. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Вигу проговорились?», что их совместный эфир рассказал о реальных проблемах BTS. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Как же он влюблен. Седьмое место. Смотрите на эту синхронность Тэйкук. Движение, походка, они буквально дышат в одном ритме. Тэйкук – настоящие близнецы душ, без шуток. Шестое место. Поведение пары. Чонгук действительно самый сильный среди нас. Кто-то удивляется, почему вдруг Тэйкук стали близки. Откройте глаза, это было всегда, все годы их истории сначала дружбы, а потом любви. Пятое место. Невероятная химия нескольких секунд. Чонгук видит только Тэхёна.
4 место. Милый момент с недавнего саундчека, когда Чонгук подождал Тэхёна. Третье место. Новости. Леа Салонга, бродвейская легенда, обладательница премии Тони, в подкасте, в котором она участвовала, похвалила вокал Чонгука и Тэхёна. Вопрос: как человек с безупречным слухом, сохраняющий безупречную вокальную технику на протяжении десятилетий, когда вы слушаете живые выступления BTS, чей голос привлекает ваше внимание больше всего? Леа ответила: Чонгук – один из лучших, GOAT, вокалистов в этом деле. Я говорила с другими людьми, которые работают с ним с самого дебюта. Один из музыкальных директоров, потому что я рассказывала ему, насколько невероятное отсутствие фальши в голосе этого парня и его попадание в ноты, сказал мне следующее: он был таким с самого начала. Как будто проглотил кассету из CD и всегда поет так же стабильно и точно. Также она отдельно выделила уникальный тембр Тэхёна, тот, чей вокал для меня самый впечатляющий. Я думаю, это Ви, и я бы сказала, что он больше всего улучшился со временем, особенно теперь, когда он гораздо лучше подготовлен физически. Это одна из тех вещей, о которых, я думаю, даже он сам чувствует, что теперь это для меня так гораздо проще. Но помимо мастерства, этот тон, теперь у него есть такой тон, который не просто в том, что он единственный баритон в вокальной линии. Потому что Чонгук тоже может опуститься так низко, но у него этот теплый тон, и это как будто он живет в этой теплоте. Это волнующе, когда он попадает в высокую ноту, потому что это так неожиданно, даже для людей из Бродвея, когда слышишь, как баритон поет теноровую партию. Вы просто посмотрите, какая у него сейчас потрясающая фигура. Тэхён впервые совершил этот смелый поступок на концерте, мгновенно привлекая к себе внимание. Наряду с BTS, выступления Ви на концертах в Балтиморе стали горячей темой обсуждения среди фанатов по всему миру. В первый вечер фотографии и видео, на которых Ви, весь в поту, в майке и брюках карго, исполняет зажигательную хореографию, были сделаны фанатами и быстро распространились по Твиттеру. В частности, видео, снятое фанатом, запечатлевшее момент, когда он откинул назад мокрые волосы и запрокинул голову, привлекло огромное внимание. Один фан-аккаунт перепостил видео, снятое другим фанатом, с комментарием «Разве это не безумие?», и пост быстро набрал огромное количество просмотров. На другом фото, сделанном фанатом, Ви продолжал блистать на сцене в похожем наряде, положив одну руку на талию и непринужденно демонстрируя свою фирменную харизму. На второй вечер Ви снова взбудоражил социальные сети, но на этот раз не из-за своей внешности или впечатляющей хореографии. Вместо этого фанаты были ошеломлены уровнем дерзости, которого они никогда не видели от него на предыдущих концертах. Во время исполнения песни Mic Drop Idol внезапно сделал крайне смелый жест, произнося свою строчку. Он показал средний палец камере. Это был один из редких случаев, когда Ви так прямо и без зазрения совести показал свою гангстерскую сторону. В то же время, поскольку этот момент
произошел во время исполнения песни «Mic Drop». Фанаты не могли не провести параллели с недавно ставшими вирусными и культовыми моментами Намджуна из той же песни. Когда BTS начали североамериканскую часть своего тура на стадионе MetLife, Намджун изменил знакомую строчку «Хейтеры будут ненавидеть, игроки будут играть на, хейтеры будут ненавидеть, а мы, игроки, будем играть». Родились в Корее. Вот почему они ничего о нас не знают. На заключительном концерте BTS в Фоксборо лидер группы снова изменил текст, сказав «Хейтеры будут ненавидеть, а мы, игроки, будем играть». Мы не говорим «привет», мы говорим «аньонгхасиё». В то время эти моменты были быстро восприняты как канадскими, так и международными СМИ, как первая прямая реакция BTS на решение группы не участвовать в церемонии вручения премии Грэмми в этом году. Между тем, жест V, похоже, не был явно направлен против какого-либо конкретного человека или группы. Большинство фанатов, казалось, восприняли это как спонтанный момент, возможно, способ V добавить свой собственный стиль в свою строчку, подобно тому, как Намджун творчески меняет свои тексты, чтобы создавать запоминающиеся моменты. Однако этот момент также добавил еще один культовый элемент в постоянно растущую коллекцию мемов фандома. С тех пор фанаты используют этот жест как свой собственный способ послать сообщение премии Грэмми фанатам с Асеном, которые следят за BTS, и критикам, которые недавно обрушили поверхностные нападки как на группу, так и на V в отдельности. Абсолютная синхронность. Big Hit разыскивает виновного в утечке информации об альбоме «Арирэнк». Суд США одобрил запрос на раскрытие доказательств. Запрос на раскрытие доказательств, поданный лейблом Big Hit Music, дочерняя компания Hype, в суд США с целью установить личность человека, слившего информацию о полноформатном альбоме BTS «Арирэнк», недавно был удовлетворен. На фоне того, как кей-поп артисты все чаще обращаются в американские суды для установления личностей так называемых киберрекеров, блогер-скандалистов и иностранных хейтеров в соцсетях. Данный случай стал первым известным прецедентом, когда подобное решение было вынесено судом штата Техас, а не Калифорнии. Как стало известно 14 августа по результатам расследования издания CA Journal, Федеральный окружной суд Западного округа штата Техас 5 августа принял решение удовлетворить ходатайство Big Hit о раскрытии доказательств в отношении компании X, бывший Twitter. Благодаря этому решению Big Hit получит доступ к личным данным владельца аккаунта, причастного к утечке, включая имя, дату рождения, адрес, имейл и номер телефона, а также к логам входа и IP-адресам за период с 1 января 2026 года и информации об обладателе платежного средства, привязанного к аккаунту. Ранее, в начале марта, накануне выхода альбома «Арирэнк», первого релиза BTS, примерно за 6 лет, в соцсети Twitter через аккаунт «Арирэнк League» были слиты невыпущенные треки, тексты песен, концепт-арты и обложка альбома. В связи с этим 9 апреля Big Hit Music подал ходатайство о раскрытии доказательств в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии для установления личности владельца данного аккаунта. После этого обращения указанные публикации были удалены, а юзернейм профиля изменен. По данным расследования нашего издания, Big Hit Music отозвал свое заявление из суда Калифорнии и подал его повторно уже в суд штата Техас. Это произошло из-за того, что компания X, перенесшая свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас, оспорила юрисдикцию.
При этом сама компания X не стала возражать против сути ходатайства Big Hit о раскрытии данных. Рассматривавший дело суд Техаса, хотя и удовлетворил запрос Big Hit, выдвинул ряд условий. В течение 10 дней после вручения судебного акта компания X обязана уведомить пользователя данного аккаунта о запросе его данных. А также в течение 21 дня после вручения или уведомления компания X и сам пользователь имеют право подать ходатайство об отмене или изменении судебной повестки. Такая позиция существенно отличается от практики судов Калифорнии, где подобные запросы обычно удовлетворялись без учета мнения зарубежных платформ или самих владельцев аккаунтов. Более того, в своем решении суд Техаса четко подчеркнул: право автора или издателя оставаться анонимным, в том числе в сети, является устоявшейся правовой нормой, защищаемой первой поправкой к Конституции США. Тем не менее, суд отметил, что на данном этапе нет необходимости давать оценку этому вопросу, поскольку отсутствуют доказательства того, что данный пользователь является гражданином США или находится на территории страны. Таким образом, суд одобрил запрос о раскрытии доказательств для иностранного разбирательства, но оставил пользователю возможность лично оспорить этот шаг, затрагивающий вопросы свободы слова и анонимности в соцсетях. Между тем, в Big Hit ранее заявили, что как только личность владельца аккаунта в X будет установлена, лейбл намеревается подать гражданский иск в корейский суд по обвинению в нарушении авторских прав, разглашении коммерческой тайны и нарушении обязательств о неразглашении. Когда дело касается Taekook, почекать каленочку – это не просто прикоснуться к этой самой каленочке, а целый тактический ритуал высокой точности, если знаешь, как правильно сделать это, исключительно ради контроля качества, разумеется. Вот и пришло время. Проект, посвященный дню рождения Чангука в этом году, от фан-клуба Чангука в Таиланде. И особенность этого года в том, что мы организуем его в США. Standing Next to You 7 Days a Week. В этом году день рождения Чангука совпадает с его концертом в Софи Стадиум в Лос-Анджелесе, США. Хотя это очень далеко от Таиланда, расстояние не является препятствием. Мы будем рядом с ним, где бы он ни был. Поэтому мы и назвали этот проект Standing Next to You 7 Days a Week. Всегда рядом с тобой, 7 дней в неделю. Это автобусная остановка, расположенная очень близко к Софи Стадиум. Местоположение – автобусная остановка Century и Crenshaw, расположенная всего в 5 минутах от Софи Стадиум. Это первый проект, который мы организуем за границей. Пожалуйста, поддержите Чангука и наш проект своей любовью. Давайте обсудим этот нежный момент. Тэхён хотел дотронуться до колена Чангука, но первой реакцией Чангука было попытаться взять его за руку и переплести пальцы. А ты этого не заметил и убрал руку. Ферита Ли, президент совета директоров компании Сайна-Мас, который принадлежит Симинвест, прокомментировала публикацию в BBC, посвященную пожеланиям выздоровления Тэхёну. «Желаю вам всего наилучшего, Ви, и скорейшего выздоровления. Мне посчастливилось встретиться с ним несколько лет назад,
когда я руководила проектом, в котором он был лицом нашего бренда. Он очень скромный для знаменитости и очень талантливый. Просто тихо напоминаю вам, что случайности не такие уж и случайности. Тэхён притягивает, но не просит остаться. Он создает пространство, где Чангуку просто некуда уходить, потому что весь мир заботливо сжат до размеров их общего притяжения. Тэхён определенно желает что-то нам донести, но пока что только дает невербальные сигналы. Эффект BTS был силен в Балтиморе. Стадион M&T Bank объявил в четверг, что 2 концерта BTS побили рекорд по посещаемости за все время. BTS посетили несколько ресторанов в Балтиморе на этой неделе, включая Экобан и Thames Oyster House. По словам администратора, они были полностью завалены и теперь ожидают еще больше клиентов, поскольку Экобан удостоился столь желанной печати одобрения от BTS. Между этими двумя вообще не существует понятия личного пространства. Они спокойно берут телефоны друг друга, смотрят, что там делает другой, и ведут себя так, будто это самая обычная вещь на свете. Интересная новость. Наталья Дука покинула Министерство спорта Чили. Правительство подтвердило уход Натальи Дука из Министерства спорта Чили после того, как президент Хосе Антонио Каст принял ее отставку. Ранее именно Дука сообщила, что национальный стадион не получил официального разрешения на проведение концертов BTS в Чили и возложила ответственность на организатора за продажу билетов до получения окончательного разрешения. Ее уход произошел на фоне скандала, связанного с предполагаемым ненадлежащим использованием служебного автомобиля, и не связан с ситуацией вокруг BTS или национального стадиона. Также была принята отставка заместителя министра спорта. Вот именно так выглядит типаж Тэхёна. И никак иначе. Ноги Чангука – чудо, которое он безжалостно прячет под 2-метровыми слоями ткани.
Пока весь мир считает его кубики пресса и обсуждает татуировки, настоящие сокровища незаслуженно остаются в тени оверсайза. Пора восстанавливать справедливость. Ведь все эти безумные прыжки, шпагаты в танце и мощный кач на сцене держатся исключительно на его титановых ногах. Это буквально его главная опора, и наша тоже. Чангук уже уходил, но когда услышал, что Тэхён зовет его, он развернулся и подошел к нему. Тэхён сказал ему, что его походка изменилась из-за тренировок. Чангук застеснялся и похлопал его по спине. Инфлюенсеры тайком пронесли кимчи на концерт BTS, чтобы подарить его Чангуку. Ранее на этой неделе двое проживающих в Бостоне американцев корейского происхождения пронесли контейнер с кимчи на концерт BTS на стадионе Gillette Stadium в Фоксборо, штат Массачусетс. Сегодня Макс Кармин и Кевин Пак поделились своими приключениями в Instagram. На первый взгляд, это милое видео, где они пытаются пронести домашние кимчи Кевина Чангуку. Удивительно, но им удалось пронести его внутрь, и никто их не конфисковал. Оказавшись внутри, они бродили по стадиону, пока не привлекли внимание некоторых сотрудников поп-группы, включая менеджера группы. Целью Кевина было заставить Чангука попробовать его домашние кимчи. Спойлер, ему это не удалось. В мае 2023 года Чангук попросил фанатов прекратить доставку еды к нему домой. Он сказал, что не будет ее принимать, и если еда все же каким-то образом дойдет до его ворот, ее выбросят в мусорное ведро. Очередное доказательство того, что главное в фанатской любви – внимательно слушать и делать по-своему. Кто вообще слышит Чангука, если есть домашние кимчи и билет на концерт? Он так сильно любит животных. Тэхён и Чангук предостерегают от вторжения сосен фанатов в частную жизнь. Они пришли в спортзал отеля в 2 часа ночи. Тэхён и Чангук пожаловались на нарушение конфиденциальности со стороны сосен фанатов, которые преследуют знаменитости в личной жизни. Вчера Тэхкё и Чангук провели прямую трансляцию на платформе для общения с фанатами, обсуждая свой тур по США. Ви откровенно признался в проблемах со слухом. «Я никогда раньше не говорил об этом фанатам, но мой слух ухудшился примерно 2,5 года назад», — сказал он, объяснив, если левое ухо слышит примерно на 100, то левое только на 30. Ви отдельно упомянул о потере слуха, сказав: «Я регулярно принимаю лекарства. Я также регулярно хожу в больницу», а Чангук выразил обеспокоенность, сказав: «Нам нужно тщательно следить за этим». На фоне этого оба также поделились своими искренними чувствами по поводу сосен фанатов. Ви рассказал, что он и Чангук около 2 часов ночи видели около 20 фанаток сосен в тренажерном зале отеля и прокомментировали: «Если мы можем помочь им с диетой или набором мышечной массы, это хорошо». Однако, поскольку они редко видели кого-либо тренирующимся в спортзале в это время, они предположили, что собравшиеся люди – это фанатки сосен. Они заявили: «Мы хотим, чтобы они сосредоточились на своих тренировках».
Второе место. Это так интимно. В этом нет ничего выдуманного, только искренность, легкая дрожь в пальцах и счастье, которое светится в глазах. В их улыбках, прикосновениях и тихих паузах столько тепла, что его хватает на двоих. Чангук и Тэхён, кажется, совсем не оставил места для обрезки. Эти фотографии слишком серьезно демонстрируют, что они слиплись. Честно говоря, невозможно обрезать одну фотографию, не включив в кадр и другую. Это буквально определение фотографии, которую нельзя обрезать. Первое место. Чангук в этот момент. Экспонат руками не трогать, глазами не мозолить. И вообще, музей закрывается на спецобслуживание. Там по одному взлету брови было понятно, что у кого-то дома сейчас начнется серьезный разговор по дресс-коду. Собственник 80-го уровня. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.